Всем привет, дорогие друзья, с вами Даша, это канал Play. Сегодня мы продолжаем наше невероятное приключение в мире режиссера прямого эфира Not for Broadcast. Сейчас мы с вами по традиции прибавим звук телевизора. Ваша семья, друзья и соседи. И продолжим. И будьте уверены, команда... Поехали. Мы, по-моему, в прошлый раз с вами хорошо справились, и нам вроде как не уменьшили зарплату. Уже типа, окей. Так, день 242. Достойная карьерная лестница. Ночами спит спокойно. Лето, ленивый воскресный денек. Детей нет дома, и вы сам успешно этим пользуетесь. Ну, вы понимаете, о чем я. Вы бьетесь головой о буфет, доставая 2 последних куска домашнего торта. С кладовкой жилось намного удобнее. Вам совсем редко приходится доедать сладости в этом доме, так что вы наслаждаетесь каждым мгновением. Не успеете вы и доесть, как кто-то начинает колотиться в дверь. Наверное, это Чарли вернулся от активистов. Он носится по всему дому и ищет вас. Влетая в кухню, он широко улыбается. «У меня очень крутые новости!» Вы сам сидите, затаив дыхание, и ждете. «Готовы?» – спрашивает Чарли. И вы оба радостно киваете. Он гордо достает из кармана значок и предъявляет вам. «Я поступил в кадеты общественного содружества 1-го уровня. У меня теперь куча дел. Иногда я буду пахать по выходным, но это ужасно круто». Сэм поздравляет Чарли, а вы невольно хмуритесь. Для подростков это серьезный шаг. Вы сам улыбаетесь сыну, вы рады, что он счастлив и добивается успехов. Почему нет, если ему нравится? Why not? Так, нормально, деньков так прокатило. 278, ага. Знак грядущих перемен. Вылазки за покупками, которые и до санкций были ужасно утомительными, стали еще невыносимее. Вы раздобыли почти все необходимое на сегодня, но завтра опять придется отправляться за добычей для семьи. На выезде с парковки очередь, но в темноте не видно, что ее вызвало. Вы надеетесь, что это не затянется надолго. Когда, наконец, выезжает машина перед вами, вы понимаете, что на выезде устроили пропускной пункт. Дружелюбный парень в форме прогресса с многочисленными нашивками ООС подходит и постукивает по боковому стеклу. Вы опускаете его. Добрый вечер. Все в порядке? Просто хотел бы взглянуть на вашу карточку членства команды. А это разве не добровольно? К сожалению, у меня ее нет. Ничего страшного. У меня есть все нужные формы. Мы с удовольствием вас зарегистрируем. Парень машет своей коллеге-девушке в той же форме. Похоже, ей не повезло, и на нее повесили всю бумажную работу. Видимо, придется, раз уж вы здесь. Карты вроде не обязательные. Строго говоря, нет. Но они дают столько бонусов, так что почему бы ее не завести? На мгновение улыбка гаснет, он поднимает руку, чтобы прочесать затылок, и наклоняется ближе к вам. Это начинает немного вас пугать. Нет, спасибо, я пока не хочу регистрироваться. Дружелюбие почти мгновенно сменяется неприязнью. Я, конечно, не могу вас заставить, но настоятельно рекомендую вступить в команду и поскорее. Вам же нечего скрывать, верно? Он отходит и жестом велит вам проезжать. Вы даете по газам, но в зеркале заднего вида успеваете заметить, как он что-то записывает. Прогресс явно очень заинтересован в том, чтобы в команду вступили все. Что начинается? А что за команда-то, я вообще не помню. Что она дает? Приглашение, не заслуживающее вашего внимания. Сегодня суббота, один из ваших редких выходных, и вы стараетесь выжать из нее максимум. Но приближается вечер, и вы мрачно думаете о приглашении, которое осуждающе смотрит на вас с холодильника. Вечеринка 1-го. Обязательное рабочее мероприятие, говорил Боузман. Не смей опаздывать. Пожалуй, не стоит злить Боузмана, лучше поехать. В этом году вы уже пропустили годовщину свадьбы, нельзя жертвовать еще одной субботой. Да, ну как, нет, надо съесть. Лучше начать собираться. Может, Сэм вас подбросит? Пара рюмочек поможет социализироваться с коллегами. Ну, не будет же это настолько ужасно. Вы же отлично работаете. Правда ведь? То что, на корпоратив не хочет идти? Давай туси, иди, ты шо? Вечеринка вечерних новостей. Вы едва успеваете к назначенному времени в Савиньон, один из самых старых и роскошных отелей в столице. На входе почему-то очередь. Оказывается, в дверях гостей обыскивают сотрудники с военной выправкой в классических костюмах.
Стоя в очереди, вы невольно подмечаете, что это самое красивое здание, которое вы видели в жизни. Вас ощупывают со всех сторон и пропускают внутрь. Вы вздыхаете с облегчением. Вас отправляют в большой бальный зал, вы идете по указателям, поражаясь размером этого дворца, количеству вооруженной охраны. Когда вы наконец добираетесь до зала, женщина у входа с очень строгим видом интересуется: «Как вас зовут?» «Я Алекс Уинстон». Она быстро сверяется со списком и шепчет что-то стоящему рядом официанту. Вы пришли как раз вовремя, чтобы успеть занять свое место перед ужином. Эммануэль вас проводит. Официант улыбается вам и открывает одну из огромных дверей, приглашая вас войти. Вы сразу понимаете, почему этот зал называется «Большим». Вы на мгновение замираете, чтобы осознать происходящее. Эммануэль касается вашей руки и приглашает пройти за ним. Вас усаживают за одним из центральных столов, откуда прекрасно видно сцену. Кажется, сейчас вы у Боузмана на хорошем счету. Вы сидите с коллегами, которых видели в офисе первого, но не очень хорошо знаете. Кто-то из них взволнованно сообщает вам, что это корпоративный вечер награждений и речей. По крайней мере, здесь должно быть вкусно. Ужин очень неплох, а вино явно дорогое, помогает наладить разговор. К вашему удивлению, нам вручают награду «Лучший новичок первого». Что ж, это довольно неожиданно. Идя за наградой, вы узнаете ведущего, это доктор Эдриан Аткинсон Блайми, известный благодаря участию в Ресце. Он благодарит прогресс за спонсирование праздника в этом году, а премьер-министра Питера Клемента и Джулию Солсбери за участие в мероприятии. Поднимаясь на сцену, вы видите, что за самыми лучшими столами действительно сидят премьер-министры, Боузман, Меган и другие богатенькие типы, которых вы не узнаете. Это, конечно, объясняет, зачем здесь столько охраны. Вручая награду, доктор Аткинсон Блайми спрашивает, не хотите ли вы сказать пару слов. Вы немного нервничаете и поспешно благодарите прогресс и Первый канал. Вы в шутку благодарите Дэйва за то, что он сбежал из страны и оставил эту работу вам. Я думаю, не стоит так шутить. Хотя было бы прикольно. Вы благодарите прогресс, и зал взрывается аплодисментами. Питер и Джулия благосклонно принимают ваши слова, хоть и отмечают, что не они герои вечно. Возвращаясь на свое место, вы видите, что покрасневший Боузман довольно кивает вам. Это были правильные слова. Вы доедаете ужин, и кто-то, сидящий за столом, тычет вам в спину. Обернувшись, вы видите Боузмана, который быстро проходит мимо сопровождаемой Джулией Солсбери и Питером Клементом. Вы уверены, что он специально вас игнорирует? Кажется, он представляет премьер-министром некоторых гостей. Лучше они, чем вы. Вы доедаете ужин, выслушиваете последние речи и уходите домой. Удивительно, но вечер получился довольно неплохим. Нужно будет сходить на следующий. Если Боузман вас пригласит, конечно. Да ладно, по-моему, нормально. Да что, да надо ходить на всякие эти мероприятия, как бы там с коллегами, настраивать связи. Вот это вот все. Обязательно. Зной. Ой, а чё я сижу-то, блин? Подождите. То сейчас время пойдет. Так, включаем. Так, Алекс, как ты уже знаешь, клапаны нагреваются из-за жары. А, вот зачем. Греются, главный выключатель вырубит. Когда все остынет и снова заработает главный выключатель, можно будет снова дать питание. Направляй вентилятор на правильный клапан. Вверх и вниз. На шкале перед тобой, где экраны, будет виден перегрев. Вентилятор иногда сам выключается, так что и за ним следить не забывай. Да ты и так все это знаешь, Алекс. Ты восходящая звезда канала, и мы все тобой гордимся. Солнце поливать будет. Ой, прикольно. С каких-то пор я восходящая... не заменят. Может, хотя бы сегодня будешь милым. Так, сейчас, подожди, приезжайте в Балменс. Зато есть он, наш надзиратель с кобурой. Бешеный Нил. Да я нет. ебу, что ли, какого Давайте зовут? прогресс. Он охраняет нас. Блин. Ну да, сейчас же. Второй. Ненавижу. Да. Если это произойдет во время, блин, во время телевидения, мне пипец. 4, 3, 2, 1. Добрый Всё вечер. нормально. Я Джереми Дональдсон. Главные темы дня. Осажденная крепость. Мировой совет установил военную блокаду для соблюдения неправомерных карательных санкций, А в чем разница? действующих уже Давайте, 10-ю неделю. Чуть ранее из расположения штаб-квартиры команды премьер-министр Джулия Солсбери выступила с решительным заявлением в ответ на эту одностороннюю эскалацию.
Мировой совет должен понимать, что это блокада и неправомерные санкции. Не забывай, расцениваются выключатель нашей вентилятора страной барахлит. как объявление войны. Помню, Любое помню. посягательство на нашу территорию будет встречено ответным огнем. Вас предупредили. У нас что, война начинается? Новый матч. Бывшего она дебашира строгая. Джонни Хемсливса впервые заметили на публике с момента выхода из реабилитации. Выздоровевший бывший спортсмен, судя по фотографиям, которые попали в СМИ, отлично выглядит и готов вернуться на Ну, публику. молодец. С самого его появления на вечернем шоу Уитни Треплоу ходят слухи, что у него назревает новый роман. В центре сплетен его давняя ближайшая подруга и арт-перформер Тиффани Лямур. Они близки еще с того дня, когда Джонни пришел на ее первый перформанс «Мохнатки против Ну, я не меха». понимаю, на самом деле, зачем вот этого Счастливый чувака билет. показывают. Ну, типа, Сегодня чё, на прогресс чем он обрадовал влияет, всех непонятно. держателей карт членов команды, для которых Чё там ежемесячно дали? будет проводиться розыгрыш призов. Каждый месяц случайно выбранные победители со всей Что за страны призы? будут получать, как сказали нам в штабе команды, уникальные призы, которые будут дороже денег. Интерес что, публики интересно? к лотерее превысил все ожидания. И если судить Так. по радости на лице этого победителя, в скором Всё. времени такую карту заведет себе каждый. Дыра Зачем славы. они эти карты В делают, ответ на всеобщий интересно? протест против скандального проекта МОБС, Римингтон Свист объявили об окончании бурильных работ и Так, изменении выключайся. назначения туннеля. А, так Застигнутая эти у своего придурки, что ли? адвоката по разводу, горе-директор София Римингтон признала, что план пройти землю насквозь был недальновидным и слишком амбициозным, а также рассказала про будущее дыры. София назвала Блин, она везде проектируемую хочет дыры компанией наделать, подземный что ли? лунопарк гениальным конструкторским решением. С ее слов, это будет как обычный парк аттракционов, только там сыро и потолок норовит упасть. Два капитана, попавшие в ловушку ученые, планируют спастись из дыры Данте. Они объявили, кто из двух бывших лидеров станет во главе этой экспедиции. Их карьера показала, что лучших Мне кажется, результатов лучше доктора тётка. Вонг и Сворсборген Хоргенсворт достигают Не вместе. знаю, мне кажется... Но, похоже, кому-то придется уступить штурвалу. Хотя не факт. Ингрид всегда выступала в роли голоса разума в противовес фларковому сердцу Дэвида. Разумно, что в сложившейся ситуации члены экспедиции Эти я решили тоже не доверить понимаю, себе чем занимаются. У них там методичному и какая-то эффективному экспедиция, они руководству. что-то где-то застряли в какой-то Критики, дыре однако, Данте. полагают, что Что-то они там реализация делают, стратегии непонятно может чё. затянуться, так как ее фамилию гораздо сложнее выговорить. Военное время. Список Что за проблем военное для время? правительства растет. Словно агрессоров на границах недостаточно. Группа радикальных активистов «Перебой» ночью устроила хаос эти, в что ли? парламент-парке. По завершении акции возникли стычки, которые привели к арестам. Ну, то есть Трое как бы- офицеров сплоченности общества были ранены. Прогресс не дает комментариев. Стихийный пожар точно запомнится каждому, кто видел эти страшные А фото. я не поняла, что за Активисты фотка вообще. радикализуются, и граждане по всей стране задаются вопросами, что за перебой и чего они добиваются, кроме того, чтобы у всех было по огнетушителю. А также я поговорю с пациентами с невероятными заболеваниями и вдобавок с одной давайте. из участниц ежегодного чемпионата по футболу среди кошек и ее гордой владелицей. Все это сегодня в наших вечерних новостях. Поехали. Вечерний. Что-то все. Все. Да. Все, я профессионал, я помню, как это делается. Все. Так, сюда. Все хорошо. А все, она типа встала на место, нормально все. Так, они готовы там, давай, уходи. В смысле? На Твою первом мать! делом команда репортеров расскажет Я о том, думала, у как меня наши будет отличный соотечественники репортаж справляются сегодня. с этим невиданным зноем, наступившим на всей территории нашей страны. На связи наша Меган Вулф из Shining on Sea, где смотрят на эту проблему по-научному. Меган, Это там у Меган? вас Я что-то не погодка? узнала. Просто великолепная, Джереми. Спасибо, что спросил. чё, блядь, издеваешься? Я же доктор Анна Бернс из Принсфорда. Доктор, как вам это... У меня эфир! Тихо. Возникновение этой невероятной жары, верно? Да, все правильно, да. Мне... Мы хотим получить возможность успокоить сограждан и с уверенностью сказать, что волноваться нечем. Я отвечаю, Они мне могут без опасения хана получать вообще. солнечные удары и жечь бензин. Меня Весьма уволят. убедительно Меня звучит. уволят. О, да. Ой. Я могу ответственно заявить, волноваться нет ни малейшей причины. Я вот даже мотор не глушу.
А расскажите нам про эксперимент. О, да, мы собираем данные с метеорологических станций по всему миру и пробы атмосферы, а потом берем и вбиваем это все сюда, в наш современный компьютер. А мне не надо И переключать, очень что ли, скоро на он первое? Они выдаст что там нам болтают? высокотехнологичный результат. Ого, очень впечатляет. А, и мне надо сказать, что все Так, а ты это выключи было пока. бы невозможным без щедрой поддержки Ремингтон Свист. Всем этим мы обязаны их масштабнейшим Так, что инвестициям за звук? в Ага. будущее. И если вы Вверх. позволите, тут вставь небольшой анекдот. Простите? О, заработала. И, как мы и ожидали, здесь абсолютно полный пиздец. Погоди, этого быть не может. Да. Сказали, что все в полном порядке. Так. Ну, вообще-то в графе уровень тревоги стоит «О боже, за что?». Как насчет отпраздновать это торжество науки? Что скажете? Вот У так. нас Я не всего понимаю, 40 что за лет, звуки. чтобы отрастить жабры. Может, выпьем? А вот тут написано «блять». Ну что же вы, мы же праздновать должны, а вы стоите, скучаете. Другое дело. Еще раз Так, благодарим работка Софию подъехала. Ремингтон за помощь в организации. Не медлите, люди, наше время на исходе. На исходе, Упс. да, совершенно верно. Оставьте надежду, бегите в леса. Держите, наслаждайтесь. Поблагодарим доктора Бёрнс за ее мнение о климате. Океан поглотит всех нас. Так, включайся, твою мать! Я Меган Вулф с новостями науки. Слово вам. Меган Вулф в Фу. попытке сделать настоящий репортаж. Далее у нас Робин Шорт на связи из Кричфорда, беседующая с снимать? Да на щёку победителями ходил, лотереи как для будто. членов команды. Робин? Спасибо, Джереми. Я сейчас в Скричфорде с Гарри Фейлсейфом, уборщиком из здешней школы, и Эмилией Джекхаммер, поэтессой-любительницей. Вас случайным образом выбрали среди владельцев карт членов команды, и вы получите главный еженедельный Опять? приз. Как ощущение? Да блин! эйфория. Тихо. Да, хорошо, да. И нам для победы этой лишь было нужно заполнить анкету. Ого! Так просто и удобно. Но нам не терпится узнать, что же вы выиграли? Я отвечу, Робин. Мне достался ужин с Джулией из Солсбери в одном из лучших столичных ресторанов. Стоп, Джулия. Неплохо. А меня пригласили домой к Питеру Клементу помочь прочистить стоки. Это... Да, вот повезло так повезло. Вы же просто счастливчики. Я написала Интересно. поэму об этом. Ну, а расскажите мне про момент, когда вы узнали, что победили. Ну, я пытался потопить один упрямый поплавок. Шестиклассник навалил. И тут подходит директор. А я же в этот момент была в пылу боя с весьма зубодробительными строфами. Оба делали конфетку из навоза. Да не-не-не, зачем же конфеты? Я его сохраняю для коллекции. Оу, а как неожиданно. Я Что он сохраняет для коллекции делаю говно? конфетки. Я пишу поэзию. А что есть разница? Так вот, О, Гарри, вы... Думаете, Так, Питер включай. Клемент разрешит забрать мусор из стояка? Ну, за спрос денег не берут, я думаю. А хотите, я вам прочту? Нет, спасибо. Гарри, записываясь в члены команды, надеялись ли вы на победу? Или у вас были другие причины? Ну, я по жизни победитель, но вообще мне босс сказал, Ну что да. без карточки в школу не пустят. Весьма мудро. Мы должны понимать, кому мы доверяем наших детей. О, у меня есть неопубликованная книга сонетов про детей. Хотите, я вам зачитаю? Нет! О, мою антологию. Хоку про смерть невинности. Да я лучше послушаю про коллекцию Кала Гарри. Правда? А я вот как знал. Да блин, да что ты задолбал меня сегодня? О, А все хорошо. Блин. да. О, это оно. А, Так, м, что это она делает? вдохновение. Оно бесподобно. Ну, понятно. М. Ой. Больше правды не стало. Лишь сантехник с коллекцией Кала. А вот Твою смотрите, мать. вот этот крупный, мой любимый. Видите, какая текстура из-за клетчатки? Порекомендуете ли вы и другим людям попытать счастье? Ну, Говно если там были, начинать что ли? коллекцию, то с чего-то простого, доступного. Вот. Вечерние новости на износе показали в эфире Кал на подносе. Но это же редкость. Да, простите за резкость. И на этом на сегодня все. Слово вам, Джереми. Спасибо, Робин. Как же этим двоим повезло. И Да, завершает очень. этот сегмент неповторимый Патрик Беннон с репортажем о том, как невиданная погода влияет на самый вонючий город нашей страны и его жителей.
Патрик? О, привет, Джереми, да, привет! Я в прямом эфире из Гризлфорда, который недавно завоевал титул самого вонючего города. И надо сказать, на такой жаре запах, это просто, это непередаваемо. Вот Барри эта хрень меня Ларденс, больше вы всего всю бесит. жизнь в этом городе. Как вы миритесь с вонью? Ну, на самом деле, мы здесь очень гордимся нашим титулом, откровенно говоря. А то смотрите на него, аж светится. Сынок, ты представляешь, каково это быть на втором месте по воне? Увы, нет. Постоянно находиться в тени сранмистера. Надменный ебандяй. Ну и кто теперь смеется, а? Ну уж точно не я. Так что же тут случилось? Ну, в общем, приехали добрые люди из Римингтон Свист, которые выручили нас со своим заводом, да. Речь, конечно же, идет о новом флардовом заводе. Ага, они устроили большую презентацию про рабочие места и рост экономики, но когда мы узнали, как от него вонять будет, мы на все были согласны, лишь бы завод у нас стоял. Ой. Неужели эта вонь не мешает вам жить, Барри? Скажем, например, когда заполняете налоговую отчетность или занимаетесь любовью. Ну, поначалу-то крепко бьет, но за пару недель привыкаешь. Главное перетерпеть первые приступы. Все жюри были просто поражены. Стоп. Что за приступы? Да не волнуйся, милок. Симптомы начинают проявляться только спустя несколько минут. В народе поговаривают про всякое там на производстве. Понимаешь, якобы трупы прямо в водопровод сбрасывают. Но, как по мне, дело, скорее всего, в вентилях, которые дымят у нас на центральной улице. На центральной? А может, мне в больницу надо? А какие симптомы? Первый симптом проявляется так. Начинаешь задавать тупые вопросы. Потом обычно наступает потеря самоконтроля. Нихуя себе, серьезно? Да ты когда последний раз зубы чистил, бомжара вонючий? Потом начинаешь блин. горланить всякие песенки, после чего сразу же ярко проявляется мания величия. Ну это не проблема, я же не понял. О да, я секси Патрик Беннон, еще и в секси-шортах. О, боже, взгляните на меня. Да я жеребец! Красавец-мужчина, что умолчали? Мне надо рубашку снять. Ну вообще он красивый. Знаете что? Если хотите, дам вам потрогать. А это вот приступ необоснованной самоуверенности. О, любите Беннона! Трогайте Беннона! Блин, а в чем смысл? Блин, мне кажется, Джереми здесь один единственный такой. Ну, Меган еще тоже. Из симптомов остаются еще галлюцинации, а также потеря сознания. Ну-ка. Бабулечка, это ты? А почему ты сделана из локтей? Я не хочу кушать лебедку. Только не волнуйтесь, когда очнется, будет как новенький. Надо только найти для него место, где он мог бы опорожнять кишечник в случае необходимости. Что за кринж? Так, на сегодня это все новости из Гризлфорда, города, наделавшего целую кучу шума. С вами был Барри Ларденс. Передаю слово тебе, Джереми. Слушай. Спасибо, Барри. И пока в эти секунды вдоль наших берегов выстраивается морская блокада. По возвращении я побеседую с 3 обычными людьми, приглашенными, кажется, из-за их особых заболеваний. Не переключайтесь, если, конечно, у вас нет занятий поинтересней. Мы вернемся после рекламы. Все, вообще идеально У врубила. нас не самый однозначный гость. Какой? Он может удаляться от темы, и прогресс может захотеть убрать это из эфира. Ты пока отлично справляешься. Продолжай в том же 200 духе. градусов, и у меня нет больше сил. Ты говоришь это каждую пятницу. Я кое-что сделал. Что? Джереми? Что он сделал? Микрофон еще работает. Да говори давай, мне интересно же. Вот, сука. Я ж тут слежу за их жизнью. Так, что у нас с тобой, бешеный Р? Что такое бокс? Давайте в этот баланис уберем. Как его вытащить? Вот. Я просто хочу смотреть, что такое. Рассказывай. Кошачий Чё там? футбол. Нам нужно брать интервью у Минобороны. Или репортаж из Грэнтем Даунс. Да даже ёбаная погода и то важнее. Джереми, успокойся, пожалуйста. Ой. Это просто тема, чтобы народ мог отвлечься. Именно, Опа. в том-то и суть. Отвлекаться сейчас последнее дело. Господи, да что так жарко, блядский рот! Так, садитесь, пожалуйста, побыстрее. Я так больше не могу, Дженни. С меня хватит. Все, это просто ни в какие 10 ворота. секунд. Так, возьми ты себя в руки. Давай, И давай, перестань давай. себя жалеть. Хоть на 5, 5, 4, 3. Бедняга, мне его жалко. Поехали. И с вами снова вечерние новости. Блин, Их он ведущий вообще... Джереми Дональдсон.
Позднее мы поговорим с капитаном первой в стране кошачьей футбольной команды мистером Тыковкой. Но сперва у меня в гостях 3 людей. Не забывай, выключатель вентилятора барахлит. Первую нашу гостью мучает икота уже 9 месяцев. Не так ли, мисс Пирси? Да, это так. Ого, расскажите, что же стало причиной? Ну, знаете, все несколько смешалось, если совсем уж честно. Я как-то смотрела вашу передачу, и вы рассказывали про выборы, так и не прошло. Феноменально. Также сегодня с нами Фрэнки Стимпайп. Не могли бы вы рассказать, в чем состоит ваша физиологическая фиаско? Я хочу заявить, что люди вроде меня заслуживают уважения. Нас постоянно стараются не замечать на работе. Про нас шепчутся в автобусах. И еще вежливо просят покинуть детские праздники. И это просто отвратительно. Пердун? Итак... Господи, Джереми там помрет сейчас. Извините, мой кишечник всегда не вовремя. И, наконец, у нас в гостях мужчина, который на все вопросы отвечает честно, даже когда не спрашивают. Как вы лечитесь, мистер Труман? Смесью бухла, ненависти к себе и жесткой порнографии. Помогает? Психолог говорит, что нет. Что ж, ну раз такое дело, обратимся к Розе. Скажите, а как вам живется с икотой? На меня часто шикают, и это тяжело. На работе попросили не отвечать на звонки, и очень сильно бьет, поверив в себя. Ну, меня-то, например, уже в край заебало. И люди верят в ваши истории? Да хуй там плыл. Честно, я не ожидала, что получу такую поддержку. Фрэнки, почему вы сегодня пришли? Да от меня жена ушла, и я думал, засвечусь, и она вернется. Мы организовали группу поддержки для людей, чьи болезни вызывают смех у публики. Блин. Она называется «Относитесь к нам серьезно». Давай. Да, и это, черт возьми, не шутки. И много людей вступило? Да пара сраных неудачников. Мы пока втроем. Какие у вас успехи? Ну, перемены к лучшему точно есть. Я бы не хотел хвастаться, но у нас просто головокружительный успех. Пиздёж, на Блин, благотворительный пердоночь. забег не пришел никто, а все листовки унесло в канал. Что ж, мисс Пирси, есть мнение, что ваша болезнь вызвана событиями, случившимися той ночью. Что думаете? Ну нет, мистер Дональдсон, это просто вздор Классно было бы какой-то. иметь пару сисек. Да можете вы... Прошу прощения, очень жарко тут. О чем я вообще думал? Что тебя команда во все дыры ебет? Нет. Как пизду по скидке. Простите, я напоминаю, это он не нарочно. И это же Я прямой там эфир. пропустила, Такова по-моему, наша цензор. работа. Анальный цирк пропагандонов, прикидывающихся журналистикой. Итак, Фрэнки, Роза, Ой, скажите, как наши переборщила зрители могут маленько. вам помочь? Да, мы проводим забег в Capital парке на следующих выходных. Мы назвали его 13 миль, глотаем пыль. Нет, он называется «Побежать и не заржать». Что я тебе перед эфиром говорил? Что команда дергает Джереми Дональдсона за яйца? Нет, я такого... Вау! Что, Ну я не на говорил этом такого. наше время вышло. Какой безобидный эпизод. Что? Какого что? Вот об этом я и Нифига говорю. себе. Мы требуем сделал? уважения. Что ж, Я далее в просто гостях отвечал, у он- нас мистер Тыковка. Рыжая кошка, О, у которой мистер лапки Тыковка. просто созданы для пенальти. И это правда необходимо. Да нет, совсем! Пустите! Отпустите его немедленно! Хватит! Хватит, я сказал! происходит? Стоять! Ты что делаешь? Пытаюсь не обоссаться. Алекс, включай. А ну не сметь! Не смей, блядь, включать рекламу, пока я не скажу. Так, ты там у пульта. Да? Боузмановская шестерка. Слушай Нет. сюда. Пустишь рекламу раньше, чем скажу. И я убью каждого, кто находится в этой студии. Джереми, подумай, Я что очень даже думаю. Я об этом уже давно думаю. Этого я И не всем ожидала. пора. Боже, да чего же блядски жарко здесь? Мы же раньше новости делали. До всех этих лотерей и ебучего, кошачьего футбола. Да я хочу Мы на послушать про грани футбол блокады, которой кошачий. человечество не видело несколько веков. У нас враг у ворот. А я сижу здесь и болтаю с 3 этими придурками. Я, кажется, икать перестала. Он ее вылечил. Вы 3, уебывайте нахуй из моей студии. Валите, ну! Пока А я кого не он передумал. собрался убивать? Дженни, Этих, что ли? запри дверь. Запри дверь. Ладно, Джереми. Так, хорошо. Да, так.
Дальше. Ты там у пульта. Что? Алекс, слушай сюда. И внимательно. Так, у тебя там уже наверняка заряжено то, что ты должен показать для рекламы. Но сегодня мы меняем программу. Посмотри направо. Да, правда. Посмотри направо. Вижу. Там лежит кассета. Вставляй ее в аппарат, и когда скажу, и не раньше. Запускай ее. Хорошо. У тебя 15 секунд, и лучше все, я не туплю. Алекс, ты, конечно, не собираешься ставить эту кассету. Этот канал не ведет переговоров с террористами. Ты знаешь, что делать. Или пристрастны, или просто Я банальны. боюсь, что он В убьет этот человека. раз мы исполним все немного по-другому. Восстановим, блядь, баланс. Как в старые добрые. Алекс, ебашь эту кассету. Так, я не хочу навредить. Но если мне что-то не понравится, то я медлить не буду. Ох, Алекс, мне за это прилетит. Надеюсь, Блин. все это не зря. Сейчас рейтинги у нас взлетят. Мы перебой. Мы сопротивление. И пора узнать правду. Вы знаете, что прогресс обманывает вас. Вы знаете, что пожилые не обуза. И не все богатые ваши враги. И вы знаете, что карта членов команды – инструмент контроля. Что бы они ни говорили. Но почему вы должны верить нам? Очередная кучка анонимов. Смутный силуэт с искаженным голосом. Вы ведь часто видели это в фильмах. Что ж, это не кинофильм. Я так и знал, что это больной Меня придурок зовут что-то Алан сделал. Джеймс. Ой, блин. И раньше я часто запугивал вас ради прибыли. Но в нынешние времена Что-то Испуг поменялось, может да? нам помочь. Помочь нам проснуться. Прогресс отбирает наши свободы. Им нужны плоды наших трудов. Они заберут все. Пошлют на эвтаназию наших родных, мило улыбаясь. Они обратят наших детей против нас самих. Сколько Но нам еще? нельзя с этим мириться. Джереми, пожалуйста. И многие Сколько уже не осталось? хотят. 17 Боритесь. секунд. Вы Двери и в есть студию перебой. еще заперты. Ищите нас. Да. Свяжитесь с нами. Станьте И нами. что дальше? Это несложно. Не знаю. Ведь мы повсюду. Я этого не планировал. Ну как, план был. Речь приготовил, вот. Но этого я не ожидал. Джереми, давай. Этого я не ожидал. Так что дальше, Джереми? У тебя вообще сегодня выходной. Пожалуйста, не делай больше никаких глупостей. Долго еще? мы Долго в эфире еще, уже? Дженни. Мы в эфире. И с вами снова вечерние новости. В студии, внезапно. В этом наверняка последнем моем эфире 2 новых гостя. Дженни сотрудница вечерних новостей, и я могу назвать ее... другом. Рядом с ней... А как тебя звать? Энди. Энди полицейский. Только мы их так теперь не зовем. Он сотрудник сплоченности общества. Офицер. Извини. Правильно, офицер сплоченности общества. ОСО. И как оно тебе, Энди? Твой ребрендинг? Ну, неплохо. ОСО? Мы теперь не за конфронтацию. У полиции хватало проблем, а у команды их поменьше. Но все-таки есть. Да вроде нет. Да вроде или нет. Ну что вы хотите, чтобы я Ох, сказал? блять, от тебя вообще никакого толка. Мы к тебе еще вернемся. Дженни. Я не хочу быть в новостях, Джереми. Ну вот с ней как-то плохо Вполне тебя поступает. понимаю. Она же его подруга. Да и кто же захочет? А он ее в заложники взял. Можно мистер Апельсинка или Дженни. кто там, кошечку? Зачем ты пошла работать в новости? Я всегда хотела работать в новостях. Да, хорошо, но почему именно к нам сюда? В наши вечерние новости. Этой программе все доверяли. Доверяли. Ют, будешь к словам цепляться, пушкой тыча. А есть другие темы для беседы?
Ну, может быть, это Алан Джеймс, которого ты делаешь вид, что не заметил. В смысле? Я видела твое лицо, когда его показали. Ты не знал, да? Какая разница, кто говорит правду? Да, ты точно не знал. Нет. Нет, не знал. На меня вышли другие. Его там не было. Я не знал, что это Алан Джеймс. Извини. На твою налево. Алан? Блять, Джеймс. Ты похерил свою жизнь ради... Боже, я тебя люблю, Джереми, но... У него язык подвешен. Он популярен в народе. Да ладно. Забей на Алана Джеймса. Все равно что-то сильно прогнило. Ты это знаешь, Дженни. И ты тоже, Энди. И вы, зрители, вы знаете тоже. А тем временем я беру интервью у гостя, от которого несет говном. Патрик просто возится в говне. А Робин берет интервью у коллекционера ебучего говна. Да, это не очень поэтично, но какая метафора. Мы же идем как слепые навстречу тирании, а по новостям ни слова. От нас ни единого слова. Кто сказал? Блядский Алан Джеймс? Над чем там ученые работают в Грэнтэм Даунс? Что там испытывают под землей в Альтер-Грейве? Энди, твой выход. Принеси ебучей пользы. Сколько людей ты отвел в участок для консультаций? Потому что они не регистрировались или не имели с собой карты команды. Ну, вообще, мы принимаем и другие документы. Это же ненадолго. Да мы просто помочь хотим. А нахрена вам вот это? Хороший вопрос. Не очень это помощь, если под дулом пистолета, а, Энди? Сейчас я тебе объясню. Позволь мне тоже помочь. Сейчас сожрешь эти карточки. Может, тогда хоть что-то усвоится. Будет полезно, да, Энди? Усвоить информацию. Ну что, я не понимаю. Тебе что, не нужна моя помощь? Нужна, как Охрана скажете. пришла, Джереми. Жри давай. Что? Жри блядские новости, Энди. Или я тебе их захуярю в глотку. Джереми, ну стоп. Начинай. Серьезно? Жри давай. Жри это бычара. Джереми, все. Они тебя убьют. Прошу. Я не хочу этого видеть. Убьют Джереми? Пожалуйста. Да. Ты права. Извини. Не надо его убивать, он вообще самый классный. Простите тут. все. Можешь убрать эти карточки, Энди. Господи, я надеюсь, он не суициднется Можешь сейчас. уходить. И ты, Дженни. Съебите живо. Уже почти конец. Все камеры на меня. Этот наш новый режим, он всех так очаровал. Я понимаю, как. Но пока мы не подарили ему все свои права, может, поймем, кому мы их дарим? Неужели вам плевать, что делается от вашего имени? Скольких ушли за прошлый месяц? Опять рекорд? Снова? Все равно? Блин, может, не цензурить? Не пора ли спросить прогресс? А как они собираются справляться с блокадой? И на сколько лет нам всем хватит продуктов? Почему вместо этих вопросов мы обсуждаем какое-то говно? У нас на бэкстейдже кошка в ёбаном костюме вратаря. Да на нее даже перчатки нацепили. Да не суть. Поэтому я хотел, чтобы все посмотрели эту пленку. Я не знал, что это он там будет. Но, по-моему, это очень показательно. Все мы в выгребной яме, а спасет нас Алан, блядь, Джеймс. Да господи, блядь, как же тупо. Блин, я вообще все пропускаю уже. Сегодня. Уехать отдохнуть. Начать заново. Подальше от камер. Отношения завести. Говорят, неплохо. Не знаю, не пробовал. Я любил новости. А сейчас, Боже, Джереми, не надо. Я честно старался говорить вам правду, но какие же это новости? Пускай так что рекламу. простите. Я проиграл. Алекс. Подумай о Я последствиях. вас подвел. Нельзя это в эфир, Всех давай вас. рекламу. С вами был Джереми Давай Дональдсон. быстрее. Желаю вам. Не знаю как. Завидую, если получится. Он же не убьет себя.
Спокойной вам ночи. Блин, нет, мне кажется, нет. Мне кажется, не надо было рекламу пускать. Или надо? Он что, себя убил, что ли? А, с плюсом? Блин. А что дальше будет? Я вообще не понимаю. Он реально себя убил? Я не понимаю. Блин, надеюсь, он не... Может, он там этого, он промахнулся или еще что-то? Добрый вечер, я Меган Вулф. И Джереми Дональдс. Блин, Главные какая-то темы дня. жесткая серия, если честно. Блин, мне потом будет интересно, что будет, если все-таки не, ну, оставлять эфир такой, как есть, не пускать рекламу. Да смотри, даже в силу того, что я как бы пропустила очень много там цензора, да, то есть там и про прогресс они говорили, и в целом там какие-то маты, мне все равно оценку дали А с плюсом, только потому что я в конце как бы пустила рекламу. Вот. В общем, блин, ну мне говорили, что эта игра с шуточной темой плавно должна будет переходить в драму. И что-то, блин, я такого не ожидала, если честно. Такой прям драмы, вот. Ну, в общем, интересно, будем смотреть, что там будет дальше. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока, увидимся в следующей серии.